Я типа кричал, сопротивлялся. У меня была смешная шапка. Они мне не отвечали. И это выглядело как какая-то сюрреалистичная композиция, как просто 3 огромных мужика в черном и с колпаками тащат маленького человека в смешной шапке. И на самом деле я очень злюсь на российское правительство вот, в моем личном плане, кроме, естественно, войны, на то, что оно мне не дало жить мою жизнь так, как я это видел, как я это ожидал. Все равно чувствовал страх от ментов. Это какой-то, мне кажется, это генетический страх. В России последние, наверное, первые полгода после начала войны, может быть, чуть больше, месяцев 8, я занималась антивоенным активизмом вместе со своими друзьями. Мы снимали как бы штаб-квартиру, вот, где делали разные штуки антивоенные, а потом стало слишком страшно, слишком опасно, и часть из нас уехала из России, часть пока что осталась там. Я не могу рассказывать все-все, но мы делали разные перформансы, мы расклеивали листовки, мы проводили лекции, естественно, ходили на митинги. Было несколько более комплексных мероприятий, про которые пока что не могу рассказать, но будет приятно о них рассказать, когда все из России уедут. Вот как-то так. Первый месяц войны мой супруг и моя сестра с митинга попали их забрали с митинга, полиция, и они попали в спецприемник на месяц, потому что это был уже их 2-й или 3-й привод по этой статье. И с того момента мы стали делать много штук, потому что было очень много агрессии, много какой-то негативной энергии в сторону войны, в сторону правительства российского, которое хотелось как-то реализовать. Вот, но мы особо ничего не добились, но хотя бы, наверное, то, что мы делали, помогало нам пережить это время. Самые первые месяцы войны, самые страшные, непривычные. Сейчас это уже более привычно, конечно, как не грустно об этом говорить. Вот. Я чувствую, как будто активизм, на который я способен, на который способен отдельный человек, с тем, как война длится, он все меньше и меньше имеет смысла. Потому что нужно было делать раньше. Нужно было больше выходить на митинги, нужно было проводить силовые какие-то, применять силовые методы, когда люди выходили на митинги. Нужно было там бить ментов, не знаю, бросать коктейли Молотова, вот это все. И меня всегда злило, что люди этого не делают. И когда война началась, я думал, да, у меня были мысли, помимо того, что это было ужасно, это было страшно. Я думала, вот сейчас-то в России будет там какая-нибудь революция, что-нибудь такое. Сейчас Путина свергнут, это же жесть, как можно такое терпеть. Вот уже 1,5 года это происходит. И я не знаю, может ли отдельный человек или группа людей на это повлиять. Это нужно, чтобы, не знаю, половина ментов в стране резко все поняла и вот стала что-то делать со своим там оружием, которое у них есть. Но это идеалистическое все представление. Этого, наверное, уже никогда не будет. И в этом и мое отчаяние, и, наверное, и моя разочарованность в этом. Было холодно, я не помню, это зима была или поздняя осень, что-то такое, и мы с другом ночью шли по мосту, который вот этот мост, который от Кремля идет. Вот. И мы услышали, как происходит выстрел, как бы оборачиваемся, а там человеку застрелили, и все собираются. И почему-то мне запомнился больше не момент убийства, не момент выстрела и падения, а момент, как я оборачиваюсь, после того, как я обернулся назад, оборачиваюсь вперед, а там едет Собчак. И я такой, интересно, как это связано. Вот, и мой друг заходит в Твиттер, а там говорят, что убили Бориса Немцова, и я такой, ага, это какой-то политик. Вот, и потом я начала тоже читать про это. Когда я совсем узнала, кто такой Борис Немцов, и разобрался в этой ситуации, то, наверное, я впервые почувствовала, какое российское государство, какое-то государство-насильник. Вот. Потом уже Россия стала государством-террористом. Вот до того момента я чувствовала, что Россия — это государство-насильник. Первый раз я ходила на митинг в 16 лет, по-моему. Начала интересоваться политикой лет в 15. Вот, наверное, после того, как я рассказывала, как я увидела убийство Немцова, начал гуглить, кто это такой.
А потом, да как-то политика входит в жизнь, если у тебя в жизни есть место для этого, мне кажется. В России особо нет выбора не интересоваться политикой, если она вокруг тебя происходит, и ты можешь обратить на нее внимание, если ты постоянно не занят чем-то. Вот у меня, наверное, да, был такой период как раз, когда я начал сильно употреблять наркотики, когда я просто вот сидел в телефоне, и рано или поздно ты натыкаешься на политику, да. Каким-то заметным активизмом я стала заниматься лет в 19, наверное. Вот. Как-то так. На митинге возле суда, когда Навального судили, я просто стоял, и меня подхватили 3 мента и просто занесли в лобик. И я типа кричал, сопротивлялся. У меня была смешная шапка, они мне не отвечали. И это выглядело как какая-то сюрреалистичная композиция, как просто 3 огромных мужика в черном с колпаками тащат маленького человека в смешной шапке. И мне кажется, это очень хорошая иллюстрация политической ситуации в России, по крайней мере, ну, довоенной. Сейчас, наверное, да, сейчас уже пострашнее. Сейчас людей бьют сильно. Людей в спецприемниках плохо содержат. Там мой супруг, когда сидел в спецприемнике, ему было очень плохо, и там было насилие. Вот, но меня это не коснулось. 2 раза я попадала в полицию вот по делам, по митингам, 2 раза на меня выписывали протоколы. Ну да, один из этих разов меня там продержали часов 14, а у меня хроническое заболевание ЖКТ, и меня не кормили, а еще я веган, и то есть даже если бы они меня пытались накормить, было бы сложно, но они не пытались. Вот, и в итоге мне из УВД-инфо, когда я написала про эту ситуацию, мне привезли еды. Вот, а из веганской еды там были только сухарики. Вот я поела сухарики, но мне стало лучше. Вот, и уже через 2 часа отпустили, то есть это особо ничем не помогло. Но почему-то я в тот момент, хотя это был уже 21 год, кажется, когда-то Навального посадили в 21 году, вот это как раз тогда было. Я почему-то все еще думал, что они не будут больше 4 часов держать, как это требуется по закону. Вот, не знаю, какая-то у меня оставалась вера в российскую полицию. Но, конечно, это не так, это так не работает. Конечно, я чувствую себя значительно безопаснее. В России я постоянно боялся ментов. Вообще всю жизнь, даже когда я никаким активизмом не занимался, когда я там ни наркотики не употреблял, ничего, я все равно чувствовал страх от ментов. Это какой-то, мне кажется, это генетический страх, потому что мои родители всегда опасались ментов. Не знаю почему. Здесь когда приехал, я отслеживал, как я перестаю дергаться, когда я вижу ментов. Вот это, конечно, интересно. Ну, вообще, в общественном смысле я чувствую себя безопаснее. Я небольшой фанат государства, но здесь государство, по крайней мере, не пытается мне как-то мешать, как пока что я ощущаю. Не знаю, может, когда я столкнусь с налогами, я испытаю какие-то неудобства, но пока что я никаких неудобств не испытываю, и я в этом смысле отдыхаю. Когда началась война, я был в Индии. И вообще до этого очень долго путешествовал. И я не думал, что я приеду в Россию так быстро. Но когда началась война, и моего супруга и мою сестру посадили в спецприемник, мы с моими друзьями решили, что надо делать какие-то вещи антивоенные, и поэтому мы решили, что мы снимем квартиру в Питере, как мы раньше жили, до того, как там все начали быть в разных местах. И я приехала в Россию. Это было начало марта прошлого года. И уехал я из России в августе прошлого года, потому что то, что мы делали, стало для нас ощущаться слишком опасно. К нам стала приходить полиция в разные места, и к моим родителям по прописке, по месту моей прописки, и к родителям моего супруга. И так вообще сложились обстоятельства, что я еще выгорел в активизме, и я хотел поехать в Польшу волонтерить, потому что меня пригласили волонтерить на границу Украины и Польши, потому что я немного знаю украинский и польский, я мог бы там помогать. Но мне дали визу всего на 2 недели, и за это время меня бы не успели легализовать в Польше, и мы решили, что я поеду через Испанию, там... у меня испанская виза была, оформлю там какие-то документы и поеду уже в Польшу. Но в Испании мы ожидали, что это будет значительно быстрее, получение документов по убежищу здесь, но это длится уже, сколько я здесь нахожусь, почти 8 месяцев.
Вот, поэтому я задержался здесь, и, видимо, задержусь еще надолго. И я каждый месяц думаю, что, война закончится, мне не придется никуда ехать, и как бы я поживу в Испании, а потом в России там все плохие дяди сдохнут, и я вернусь в Россию, но что-то как-то это буксует, этот процесс. Самая главная сложность, с которой я столкнулся в миграции, это то, что миграция произошла внезапно. То есть я не хотела никогда прям мигрировать. То есть я думала, что я представляла свою жизнь так, что я буду путешествовать всю жизнь, но всегда буду возвращаться в Россию. Потому что в России у меня больше всего зацепок. Там, где ты почти всю жизнь живешь, это логично, что тебе комфортнее всего. Вот, и я думала, что так оно и будет. И вторая, наверное, значительная сложность — это то, что я сюда приехала, не знаю вообще никакого международного языка. У меня был очень базовый английский и абсолютно нулевой испанский. И вот за полгода, что я здесь нахожусь, чуть больше, я очень интенсивно подтянула английский, чтобы иметь возможность общаться с людьми не только русскоязычными. Я очень много времени трачу на изучение испанского, и, конечно, это все очень усложняет жизнь, потому что мне пришлось бросить учебу из-за этого. Я отчислилась из университета на последнем курсе, хотя мне дали возможность удаленно доучиться, потому что я поняла, что я просто не вывожу это. И на самом деле я очень злюсь на российское правительство вот, в моем личном плане, кроме, естественно, войны, на то, что оно мне не дало жить мою жизнь так, как я это видел, как я это ожидал. То есть я думала, что я закончу второе образование, мне этого не дали, у меня появилось какое-то отторжение внутреннее к русскому языку. Я занимался русским языком всю жизнь. У меня почти 2 образования, связанных с русским языком и с славянскими языками. И он очень, конечно, поразительный, очень глубокий, но сейчас у меня нет никакого желания вести на нем жизнь, вот так. То есть я сейчас усиленно учу английский, испанский, и надеюсь, что когда-нибудь у меня это отторжение к русскому пропадет, потому что это как кусок моей личности отвалился. И сейчас мне просто о русском языке думать о чем-то, кроме как о средстве необходимой коммуникации, не получается, а я его очень любила. А потом началась война, и я смотрю, а он язык войны. И еще я понял, насколько он действительно имперский. Я стала больше обращать внимание на то, как в республиках вокруг России все учат русский язык, потому что вынуждены, как в Советском Союзе его навязывали. Я еще, когда бывала в Украине раньше, я узнала о том, что украинский язык был скорее вторым языком, чем первым во время того, как Украина была в Советском Союзе, и поэтому даже развитие украинского языка приостановилось на очень длительный период и продолжилось только в 90-х. И мне как-то очень обидно быть носителем этого конструкта, который вот так навязывается людям. То есть английский мне тоже в этом отношении не нравится, но на английском сейчас хотя бы не ведут войну, а вот война, наверное, стала решающим фактором в этом. Я привилегированный человек в этом смысле, потому что я родился в Москве, потом долго жил в Питере, и даже в периоды, когда я был в какой-то очень ужасной нищете, в периоды, когда я был наркоманом, я все равно имел вокруг общество, которое бы могло мне предложить нормальную работу, в принципе, на которой мне бы не приходилось очень сильно страдать. У меня никогда не было выбора между тем, чтобы идти работать на завод или идти работать в магазин. То есть у меня было какое-то понимание того, как работает рынок труда, у меня была возможность получать образование. У большей части России, как мне кажется, такой возможности нет, потому что мой супруг из Иркутска, и когда мы туда приезжали, общались с людьми там, то у них совершенно другое представление о том, как это все работает, потому что у них не было возможности получить более широкое представление. И мне кажется, что с этим напрямую связана политическая пассивность. Я думаю, что люди ничего не делали, потому что у людей было слишком много своих личных проблем. То есть мы же всегда думаем о своем личном, а потом уже о чьем-то еще или общественном. И в России, наверное, еще нет у людей такой прямой связи между тем, что им плохо, и тем, что правительство плохое, страна плохая. Конечно, в России люди недовольны, в России люди грустные, расстроенные, злые, потому что им плохо, потому что у них мало денег, потому что они очень много работают, потому что холодно, потому что Россия — это российское правительство, и, конечно, даже если ты его признаешь и говоришь, что ты его уважаешь, и он тебя устраивает,
устраивает, то все равно ты чувствуешь какой-то гнет от него, потому что даже если оно тебя устраивает по своим каким-то интенциям, то оно все равно авторитарное, и это чувствуется. Я думаю, что люди продолжают мириться с той ситуацией, в которой они находятся, потому что у них нет ресурса на то, чтобы подумать, что можно с этим сделать, и, возможно, еще потому, что они не видели другого. То есть они жили, всегда было плохо. Вот, и периоды, когда было по-другому, возможно, их даже не коснулись, и они не верят, и даже, может, не задумываются, что они могут что-то изменить. И на то, чтобы что-то изменить, нужно сначала подумать о том, что ты можешь изменить, а это пипец какие усилия. Потому что проблем накопилось так много, что уже невозможно, невозможно их игнорировать. И либо ты признаешь, что проблема в тебе, а это очень сложно и очень больно, либо ты ищешь кого-то извне, кто виноват во всех проблемах, что менее сложно и менее больно, и можно просто всю злость на него направить. Иногда я чувствую, как будто... Не хочу, чтобы меня поняли неправильно, но как будто общество в России этого заслуживает. Как будто бы, если бы люди что-то делали до того, как война началась, или когда она только началась, что им бы не было так плохо. Вот, и, нет, не заслуживают, а как будто они сами себя к этому привели. Не все люди, но вот как общая социальная масса. И я тоже. Вот. И если бы я мог объяснить людям, что на ситуацию в России можно повлиять, я думаю, я бы не смог это объяснить. То есть это нужно, мне кажется, это нужно, во-первых, иметь желание это понять. То есть иметь какое-то собственное стремление в этом разобраться. А если у тебя нет на это времени, сил, если вся твоя жизнь сосредоточена на выживании, то какой резон себя еще нагружать такими сложными материями? Я очень много разговаривала с родителями своих друзей, знакомых, с какими-то преподавателями, просто с людьми в интернете, спорил, что-то доказывал, но на самом деле очень мало до кого что-то действительно доходит без какого-то, без личного намерения. Разве что какие-то шоковые вещи. Вот, кстати, мы расклеивали листовки со всякими шокирующими картинками, типа вот посмотри, вот как выглядит война. Вот. И я думаю, что это на кого-то влияет, потому что я еще до сих пор пишу истории в Инстаграме с таким контентом. И вот даже до сих пор иногда люди пишут, что вот на них это как-то, они как-то отреагировали, им как-то это откликнулось. И я не могу ответить на вопрос о том, вот почему люди, у которых все неплохо, все равно ничего не делают с той ситуации, в которой они находятся в России, вообще с тем, что в России происходит. То есть я, бывает, очень сильно злюсь на этих людей. Я в целом их не понимаю. Но, наверное, есть что-то, вот какой-то страх, какая-то нерешительность, выученная беспомощность, вот я бы так это назвал, которая заставляет жить так дальше. Наверное, надежда на то, что все образуется само, или что хотя бы хуже не станет. Хотя мне кажется, что хуже продолжает становиться. Но мне кажется, что у многих людей отношения с Россией абьюзивные. То есть, когда тебе долго плохо, то ты уже перестаешь понимать, что тебе плохо. И тем более думать о том, что можно из этого долго плохо выйти. А вдруг там станет хуже, когда ты начнешь из этого выходить. А вдруг ты вообще умрешь. А если посадят, что ты будешь делать? А если родственников, друзей посадят, как ты будешь себя чувствовать? И кому-то говорить о своих переживаниях тоже страшно, потому что, а вдруг донесут вообще. И это какой-то цикл отчаяния. И как бы я ни злился на то, что вот так люди живут, но, наверное, я их понимаю, если вот проводить такие аналогии. Просто я в такой ситуации себя никогда не чувствовал. По России я больше всего скучаю в том плане, что я там мог говорить на русском языке и мог объединяться в какие-то политические ячейки и чувствовать надежду, что вот сейчас мы объединимся, что-нибудь поделаем, еще и очень сильно об этом поговорим, потому что ни на одном другом языке я не имею такой возможности, ни в одном другом месте не имею такой возможности. И вот мы сейчас что-нибудь сделаем, и сейчас все изменится, и сейчас мы всех накажем, и вообще нас очень много, и чувствовалась какая-то вот сила в этом единстве. А сейчас я ни к одной политической группировке не принадлежу. И этого очень не хватает. Дом для меня — это
Дом для меня — это любое место на земле. Весь мир мой дом. Я не могу, вот нет никаких характеристик, я везде себя чувствую хорошо. По России я скучаю, потому что там привычно, удобно, понятно. Но на самом деле я думаю, что то же самое можно чувствовать в любом месте, где ты долго проживешь.